В этом ролике мы поговорим про драматический черный цвет и как его правильно применять в интерьере, чтобы было не депрессивно, а стильно и с характером. Начнем со страхов. Многие боятся использовать черный цвет в интерьере, считая его слишком мрачным и угнетающим. А есть те, кто наоборот идеализирует темные интерьеры, считая, что черные и очень темные цвета в интерьере смотрятся очень стильно, очень смело и хотят себе все темное. На самом деле истина где-то посередине. Интересно, что вне зависимости от народов, культурное восприятие цвета, символизм черного во многих человеческих культурах схож. Цветовые словесные метафоры во многих языках связывают черный цвет с колдовством, состоянием сна, спутанностью ума и с другими негативными ассоциациями. Тем не менее, очень много художников, архитекторов, актеров и других творческих людей носят черный цвет как свой основной цвет. Черные платья считаются вечной классикой и символом элегантности. Многие предпочитают покупать именно черную технику, телефоны и черные автомобили. Сейчас все чаще к цвету относятся утилитарно, особенно в развитых странах, где религиозные обряды и цветовые символы постепенно утрачивают былую силу, но при этом активно используют преимущества черного цвета, а их очень и очень много. Первое – это умение скрывать. Черный цвет великолепно скрывает все технические детали. Дело в том, что черный практически не формирует теней, в отличие от светлых оттенков, на которых всегда есть и светлые части, и темные тени, но об этом подробнее в другом ролике про светлые интерьеры. Например, на черный фон можно поставить черный кондиционер, и в нем он практически растворится. Таким образом, разместив черное на черном, вы можете прятать что угодно. Вы часто можете видеть в общественных помещениях, как черным прячут трубы, каналы вентиляции. Это же очень дешево, просто покрасить все в черный, и все становится практически невидимым. Все дизайнеры и архитекторы знают, что черные потолки грильята всегда будут лучше белых, потому что на черных не видно темных дыр квадратиков. Полотенцесушители в черной порошковой краске, повешенные на черную стену, теряются в пространстве. Черные радиаторы на черной стене всегда будут смотреться менее заметными, чем белые на белом, потому что у вас не будет видно теней. Черная техника будет прекрасно сливаться с черной или темной кухней и создавать ощущение монолитности и порядка. Иногда только ради этого можно сделать черные фасады на пеналах или нижних шкафах кухни, чтобы растворить на ее фоне всю технику. Черный прямоугольный телевизор растворяется на черной стене, и иногда для этого ТВ-зону формируют темный и нужного объема для красивых пропорций интерьера. Для тех, кто хочет сократить визуальный шум, можно поработать с черными рейками. Таким решением можно закрыть все, что угодно: цветные книги, телевизор, хранение. Там может находиться ваш хоум-офис или еще какие-то вещи, которые неуместны в гостиной в открытом виде, но за рейками их будет не видно. И все это потому, что черные щели практически не видны между черных решеток. Недавно мы закрывали такими рейками радиаторы, которые поместили на черный фон и выкрасили в черный. Смотрелось все очень красиво. Вот, например, как выглядит попытка скрыть белый радиатор в белом коробе за белой решеткой. Его же видно. И вот как за черный. И это, как вы видите, совершенно иной эффект. Важно, кстати, чтобы внутри и за черными рейками все тоже было черным, в том числе задняя стенка ящика или короба. Но если в попытках все скрыть вовремя себя не остановить и ставить черное на черное черным погоняя, тогда все совершенно потеряет объем, будет непонятным, бесформенным, контуры теряются и пространство перестает быть выразительным. Так вот, теперь давайте разберем, где, как и сколько черного надо применять. На мой взгляд, черного в интерьере должно быть не более половины. Но вы должны понимать, что это очень примерно, потому что пространство – это объем, а куда вы смотрите – это ракурс. И в каждом ракурсе может быть разный процент цветов. Именно поэтому я очень не люблю распространенные шаблонные советы в стиле 60-30-10, где 10 акцентные цвета и подобные формулы. Они не работают, потому что даже примерно взвесить цветовые пропорции в интерьере нельзя.
Если вы хотите создать черно-белый интерьер, то в этом случае хорошо совмещать либо черный с белым мягким сероватым оттенком, либо белый совмещать с темно-серым. При этом темный должен быть обязательно матовым. Так сочетание получается чуть менее контрастным и более спокойным. Мне, кстати, темно-серый в больших объемах, например, для заливки им стены или всей комнаты, кажется более подходящим, чем тотально черный. Помещения, где вы отдыхаете днем, жилые помещения, помещения, где вы готовите, едите, собираете гостей, читаете, должно быть в большей мере светлым. Хорошее решение для этой ситуации – это когда из темного пространства просматривается светлое, и наоборот. В этом случае темные помещения не создают тягостной атмосферы и смотрятся очень стильно. В спальне можно сделать темное изголовье, чтобы просыпаться и видеть только светлую часть спальни. При этом темная часть у изголовья будет добавлять драматизма и шика, когда вы смотрите на спальню, проходя по ней днем. Практически темными или полностью темными могут быть помещения технического назначения, например, гардеробные, прихожие или ванной. У меня хоть не черная, но темно-серая ванна, и там есть светло-бежевая плитка и штора светло-бежевая, но там есть темно-серый потолок, которого очень многие боятся, потому что всем кажется, что он всех задавит и все занизит. На самом деле он совсем не давит, прекрасно работает на скрытие углов, растворяет границы и за счет вот этой дезориентации в пространстве создает нужный этому помещению спа-эффект. В санузлах вообще можно бесстрашно делать прямо темные потолки, потому что помещения узкие. И если и будет какой-то субъективный эффект занижения на несколько сантиметров, то он только на пользу, потому что убирает у помещения ощущение лифта. Совмещайте темные цвета с деревом, тогда помещение приобретает уют и тепло. Сочетание беспроигрышное. Что касается черных полов, на черной поверхности заметна любая грязь, поэтому если вы не хотите ее видеть, то черные монотонные поверхности не лучший вариант. Другое дело неравномерно окрашенные текстуры, например, темный камень с прожилками и цветовыми перепадами, или неравномерно затонированная доска с разноцветной текстурой дерева. За счет неоднородной фактуры они всегда будут казаться чистыми и иметь достойный вид. Черные глянцевые поверхности типа черного стекла или затемненных зеркал добавляют темного в интерьер, но за счет глянцевости не поглощают свет, а частично переотражают его и воспринимаются не как темные поверхности, а как средне-серые. Мне очень нравится использовать именно затемненные стекла и зеркала за счет этого эффекта. Очень красиво также смотрятся черные прозрачные декоративные элементы, такие как, например, черные вазы. В деликатных дозах черный можно использовать совершенно отважно. Он не может там навредить, а только сформирует нужную геометрию. А совсем безопасно и потрясающе красиво в интерьере смотрятся черные линии и акценты. Они держат контуры и одновременно скрывают все технические детали и стыки. Вот это я люблю больше всего и даже сделала себе такое дома. Ну а еще черная электрофурнитура всегда смотрится классно, потому что на черном не видно этих наглых поросячьих пятачков. Если вы хотите разбираться не только в черном цвете, но и в других аспектах дизайна интерьера, получить системные знания, последовательно подготовить и проработать свой будущий интерьер и погрузиться в эту тему глубже, то обратите внимание на мои курсы по ссылкам в описании к ролику. Пишите в комментариях, о каком еще цвете вам было бы интересно узнать, ставьте лайки, звоните в бубенчик, чтобы не пропустить новые видео, и подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. До новых встреч, всем дизайн!